Стоимость жилья, особенно в столице, сейчас просто космическая. Купить квартиру, не влезая в ипотеку, может себе позволить далеко не каждый. И часто жилье покупается чуть ли не на последние деньги. При этом к этой стоимости вопросов особо не возникает. Ну, дорого и дорого. И вот вы получили заветные ключи, хочется скорее сделать ремонт и переехать в квартиру мечты. Вы листаете в социальных сетях ленту с красивыми интерьерами, обращаетесь к вашему дизайнеру, спрашиваете, во сколько вам обойдется ремонт, как на ваших фото, и дальше в воздухе повисает немой вопрос: почему так дорого? Это же просто ремонт, а не покупка квартиры. За что? Сегодня я расскажу вам, из чего складывается стоимость ремонта, почему так дорого и на чем можно, а на чем ни в коем случае нельзя экономить. Мы обсудим работу строителей, черновые и чистовые материалы, работу дизайнера, комплектатора, и в конце ролика я расскажу вам, во сколько сегодня обойдется дизайнерский ремонт. Строительная бригада. Все начинается со строителей. Я помню, как делал первый в жизни ремонт в своей квартире. Ремонт был простой, косметический, и я был уверен, что мне его сделают, максимум 1020. И когда мне озвучили 120, я был шокирован, но 3 других строителя озвучили мне примерно ту же сумму, поэтому я понял, что просто не знаю рыночных цен, и постепенно стал к ним привыкать. Но вы знаете, отрицание, гнев, торг, депрессия и в конце звонок прорабу. Вы же не можете прийти в автосалон и сказать: а я вообще-то думал, что ваш автомобиль стоит в 5 раз дешевле, продайте мне его по той цене, о которой я думал. Но когда у вас сложный ремонт и есть много смежных специалистов, дешево в любом случае не получится, хотя это понятие тоже для всех, знаете, разное. Ну и не факт, что всем нужен дешевый ремонт. Чаще хотят крутой ремонт задешево. Как понять, сколько стоят строительные услуги? Давайте просто посчитаем оклад универсального рабочего в день. Например, это будет 10 тысяч рублей. Это такой же человек, как и мы. Ему надо 3 раза в день питаться, жить не на вашей стройке, оплачивать дорогу, зарабатывать, в конце концов, за не самую легкую работу. Стройка – это реально жесткая работа. И не работать бесплатно. Умножьте этот оклад на несколько месяцев. А ведь есть еще электрик, сантехник, маляр и другие смежники. Если объект большой, то нужно несколько работников, чтобы стройка не растянулась на годы. Хороший строитель не будет работать за копейки. А то, что согласится работать за еду, с большой вероятностью обойдется вам еще дороже. Когда вы закончите ремонт и увидите наклеенную на кривые стены плитку, неправильно работающую электрику и неаккуратно уложенный пол. Вам придется либо все переделать заново, переплатив в 2 раза, либо смириться и жить в ужасном ремонте. Есть раздел ремонта, который малой кровью не переделаешь. У нас, например, сейчас в Подмосковье есть заказчик, у него строители заморозили дом. Вот просто они накосячили. Им теперь нужно сбивать всю плитку и заново ее заказывать из Италии и заново клеить. То есть представляете, какие это расходы просто из-за того, что строители накосячили. В Москве вообще в принципе самые большие проблемы со строителями. Город огромный, строек море и умелых рук очень не хватает. Зато мастеров, готовых нагреть на вас эти руки, просто море. Так как же сэкономить на строительных работах? Например, можно нанимать всех специалистов по отдельности и координировать их работу самостоятельно. Но я сразу скажу, это чревато нервным срывом. Просто поверьте моему опыту. И чем больше стройка, тем этот срыв будет больше. Каждый должен заниматься тем, что у него хорошо получается, своим делом. Другое дело, что обращаться надо к проверенным специалистам и поставщикам. По многолетнему опыту работы могу точно утверждать, что экономить на строителях очень рискованно. И для денег, и для нервов. Тут, конечно, лучше всего обращаться по рекомендации. Найти хороших строителей можно в разной ценовой категории, но есть одна проблема. Хорошие бригады чаще всего расписаны на год или несколько вперед. Если стоимость низкая, то эта очередь будет еще длиннее. Теплоконцепт. Мебель вне времени. Изготовленная из качественных материалов мастерами своего дела. Нас вдохновляет природа, ее первозданный образ, воплощение и формы. Теплоконцепт. Мебель, созданная людьми для людей. Черновые материалы. Следующая статья расходов на ремонт – черновые материалы. Сюда входит все, что скрыто внутри интерьера и что отвечает за его качество. По сути, это наполнение, отвечающее за качество вашего ремонта. Мы никогда его не увидим, но точно в ходе эксплуатации оно себя проявит. Сюда входят материалы стен и потолков, вся скрытая часть электрики и сантехники. Такие материалы, как клей, смеси, краски, саморезы – все, что вы видите на полках в строительных магазинах. Еще, кстати, строительный унитаз, мешки для мусора, кисточки и расходники для строительного инструмента. Все это тоже оплачивает хозяин квартиры. Хозяин квартиры вообще за все платит.
это его квартира. И за время стройки общая стоимость черновых материалов набегает просто колоссальная. Каждый предмет из перечисленного выше стоит небольшую, но все-таки сумму. Но предметов этих бесконечное множество. Я когда делал себе ремонт, сначала складывал чеки, а потом просто забросил эту идею, чтобы не расстраиваться. По опыту стоимость черновых материалов выходит порядка половины стоимости строительных работ. Но все, конечно, зависит от объекта. Помню, у меня был заказчик с большой дорогой квартиры в элитном доме. Однажды он позвонил в строительный магазин и потребовал скидку, так как собирался сделать закупку черновых материалов на огромную сумму, огромную для него сумму, несколько миллионов. То есть, ребята, я покупаю у вас материалов на несколько миллионов, дайте мне огромную скидку. Но в магазине просто развели руками, у них каждый день эта выручка, сотни миллионов. Зачем тогда им давать скидку? На чем можно сэкономить в черновых материалах? Тут, конечно, каждый сам для себя расставляет приоритеты. Это, пожалуй, самый заезженный, но всегда актуальный совет. Не экономьте на инженерных системах, сантехнике и электрике. Материалов сейчас очень много, и тут лучше, конечно, довериться вашим строителям, чтобы они работали на вашем объекте с теми материалами, с которыми у них уже есть опыт работы. Но если вы никому не доверяете, то можете заняться сами изучением материалов, изучением рынка, а зачем обучать ваших строителей, чтобы избежать неожиданных результатов. Но это, конечно, та еще затея. Кто-то любит работать с одной краской, а кто-то с другой, и оба мастера будут до последнего просто с пеной у рта отстаивать свой выбор. Тут может помочь только одно – гарантия результата под ответственность этого мастера. Ответственность вообще, в принципе, на стройке быстро снимает многие вопросы. А вообще это очень важный совет для всех, кто делает или уже сделал ремонт. Застрахуйте квартиру. Это на самом деле не так дорого. Но это сэкономит вам просто море нервов, если что-то произойдет. Чтобы сэкономить на черновых материалах, обсудите с вашими строителями список закупок и на чем можно сэкономить. Адекватные строители точно дадут вам правильный ответ. Они должны быть напрямую заинтересованы в хорошем результате, чтобы не переделывать свою работу по несколько раз и не приезжать потом по гарантии. Чистовые материалы. Самая дорогая статья расходов на стройке – это чистовые материалы. Именно они в основном определяют бюджет всего ремонта. Чистовые материалы я обычно делю на 3 группы. Первая группа – это материалы, которые нужно закупать еще до начала ремонта. Они понадобятся на стройке первыми. Или они нужны сразу, но они определят заказ других материалов. В первую очередь надо определиться и лучше купить бытовую технику для проекта кухни. Двери и радиаторы, чтобы правильно под двери организовать проемы, а под радиаторы сделать подводку отопления. Еще в первую очередь мы покупаем керамическую плитку. Она понадобится первым из всех чистовых материалов, и она не всегда есть в наличии. Сантехника также нужна будет сразу, потому что ее встроенные части будут устанавливаться еще на черновом этапе. Вторая очередь – это чистовые материалы, которые понадобятся после завершения пыльных работ чернового ремонта. Это обои, краска, паркет, технический свет и электроустановка. Ну и в последнюю, третью группу войдут материалы, которые часто устанавливают уже после ремонта, даже часто, когда ваши строители уже ушли со стройки. Это дизайнерский свет, текстиль, корпусная и дизайнерская мебель. Ну и другие финальные украшения. Я перечислил основные группы, которые определят стоимость чистового ремонта, в массе. Но самая дорогая статья – это, конечно же, дизайнерская и корпусная мебель. Я думаю, что она может занять половину и даже больше всех чистовых материалов. Конечно же, вам надо сразу определиться с бюджетом, еще на стадии дизайн-проекта, чтобы дизайнер сразу закладывал в проект чистовые материалы именно под ваш бюджет. И дальнейшие изменения при реализации были минимальными. Как сэкономить на чистовых материалах? Вам надо определиться с концепцией и в соответствии с этой концепцией сделать подборку материалов, но именно подходящим вам бюджете. Вы можете, например, купить керамическую плитку, имитирующую натуральный дуб в магазине бюджетных материалов. Или плитку под дуб в салоне премиум керамики. Визуально и по качеству разница будет, конечно же, колоссальной. Так же, как и разница в цене. То есть цена может различаться в 10 раз. Но при этом принципиально и то будет плитка. И она будет выполнять свои функции, подходить под вашу концепцию. Таким образом мы можем варьировать бюджет и искать идеальное сочетание цены и качества. Но сразу же хочу сказать, чудес не бывает. Это вообще главное понятие для заказчика. Нужно понять, что чудес не бывает. Дорогие материалы выглядят так, не просто так. Но, с другой стороны, чаще всего они еще очень капризные. Все эти нюансы лучше, конечно, обсуждать с вашим дизайнером. Или самостоятельно изучать свойства материалов. Дизайн-проект. По поводу того, для чего нужен дизайн-проект и как определиться с вашим дизайнером, у нас есть подробные видео. Дизайн-проект тоже является, пусть и небольшой, особенно для дорогого ремонта, но все же частью бюджета. Поэтому кратко обосную стоимость дизайн-проекта и отвечу на вопрос, почему так дорого. Помните, что я говорил о чистовых материалах? Их не видно, но их качество проявляется в ходе жизни вашей квартиры. С дизайном почти такая же ситуация.
Есть внешняя, безусловно, понятная часть, красиво или некрасиво. Но есть и опыт в эргономике, знание дизайнером материалов. И это проявится только во время жизни в вашей квартире. Стоимость дизайн-проекта формирует несколько факторов. Первый и самый главный – это, конечно же, опыт работы в определенном стиле и ценовом сегменте. Такое просто не купишь задешево. Опыт можно заработать только годами практики, и он просто не может стоить дешево, потому что ошибки настройки стоят еще дороже. Дальше идет формат работы. Часто это дизайнер или это дизайн-студия с опытной командой и разделениями обязанностей. У дизайн-студии есть дополнительная финансовая нагрузка в качестве налогов, аренды офиса, маркетинга и прочих финансовых затрат, напрямую не относящихся к дизайн-проекту. Но и формат работы с дизайн-студией на порядок удобнее и надежнее, чем с фрилансером, который может в любой момент просто исчезнуть. Дизайн-проект создается в течение нескольких месяцев беспрерывной работы целой команды профессионалов. И если сложить все эти затраты, то может возникнуть вопрос, а почему, ребят, так дешево? Те, кто говорят, что дизайн-проект – это никому не нужный развод на деньги, чаще всего просто никогда с ним не сталкивались и не строили по дизайн-проекту. Если у вас большой сложный проект интерьера, то иногда для него заказывают дополнительные инженерные проекты, такие как проект шумоизоляции, вентиляции, электрики, и другие. Такие проекты делают не дизайнеры, а профильные смежные проектировщики. Но проекты не такие дорогие, и в масштабах большой стройки они на самом деле растворяются. Но если вы рисковый человек по жизни и хотите сэкономить на дизайн-проекте, то, во-первых, дизайнеров сейчас так много, что если искать, ориентируясь на стоимость, то вы без труда найдете себе подходящего, под любой ваш бюджет. Но выбирать дизайн-студию по цене, я считаю, что это примерно как выбирать по цене кроссовки. То есть стоимость не имеет значения только до определенной ценовой отметки. Дальше уже начинается просто полный трэш. Комплектация. Сейчас сложно представить заказчика, которому нужен просто дизайн-проект без комплектации и дальнейшей его реализации. Особенно в дорогих ремонтах. Никому не нужен чемодан без ручки. Практически все заказчики задают на первой встрече один и тот же вопрос. А вы знаете, где купить все то, что вы нарисуете? Конечно, знаем. И каждый наш дизайн-проект сопровождается подборкой материалов с их финальной стоимостью. Многие называют это комплектацией, но это не совсем так. Стройка – это очень живой процесс, и комплектация – это отдельная услуга по сопровождению стройки. Материалы могут исчезать и появляться, их нужно заказывать и принимать настройки. Образцы нужно выбирать и согласовывать. Это объемная работа, и она не входит в разработку дизайн-проекта. Это, по сути, сопровождение стройки. Строители этим заниматься тоже не должны, и, по сути, в итоге все ложится на плечи хозяина квартиры. А время сейчас очень дорого. И чтобы сэкономить это драгоценное время, была разработана услуга сопровождения и комплектации объекта. Заказчику нужно только согласовывать онлайн или офлайн образцы и оплачивать подготовленные и согласованные с ним счета. Как сэкономить на комплектации? Заниматься ей самостоятельно. Но тут уже вы сами должны посчитать, сколько вы сэкономите времени и денег, а сколько потеряете на своей основной работе и жизни. Стоимость ремонта под ключ. Таким образом, стоимость ремонта состоит из стоимости дизайн-проекта, сметы на строительные работы, которые считают строители. Они же считают смету на черновые материалы. Черновые материалы чаще всего получаются порядка половины стоимости строительных работ. Дальше вы добавляете смету на чистовые материалы, составленную вашими дизайнерами. И так мы получаем общую стоимость вашего будущего ремонта. Назову, наконец-то мы дождались, порядок стоимости разделов дизайнерского ремонта по опыту наших проектов. Значит так, дизайн-проект от 8000 рублей за метр квадратный. Строительные работы под ключ от 50 тысяч рублей за метр квадратный. То есть забудьте, пожалуйста, вот эти 15 тысяч за метр, которые были 3 года назад. Черновые материалы от 25 тысяч рублей за метр квадратный. Чистовые материалы от 80 тысяч рублей за метр квадратный. Я хочу оговориться, это, конечно же, очень условные цифры, но по опыту сильно дешевле, не получается. Таким образом, если ваш бюджет на ремонт ниже 160 тысяч рублей за метр квадратный, скорее всего, все по итогу останутся недовольны от нашей совместной работы. Конечно же, стройка – это очень живой объект. Часто смета может изменяться по желанию заказчика, но чаще всего все-таки в большую сторону. Изменение бюджета ремонта вниз я ни разу не видел. Если у вас проработанный дизайн-проект и в экономике не происходит каких-то жутких коллапсов, то первоначальная смета не будет сильно меняться. Но затягивать стройку и покупки, конечно же, никому не рекомендую. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы считаете, что я что-то сказал неправильно, или у вас есть что-то, что можно добавить. Я читаю все комментарии и обязательно вам отвечу. Если видео было полезным, то, пожалуйста, поддержите его лайком. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. И, конечно же, переходите во все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. И до скорых встреч, друзья. Пока-пока.